Очень по ним скучаю. Хочу больше всего, чтобы мои дети были со мной рядом. И вы лишены прав на всех 6? Да. И сейчас вы встали на путь исправления, чтобы вернуть Юлю и Дашу. Да. И вы вот так больше к парню на сутки не свалите от них? Нет. Один раз мы у нее сидели, Юля подошла с Дашей, попросили у нее поесть. А она почему-то дала им хлеб и соль. Сами бухают постоянно эти пузырьки, Максим голодный. Вот сейчас программа идет насчет тебя, а не насчет меня. Можно ей Юлю отдавать? Я думаю, что нет. Вечером зашла к ей, сидит мужчина, они выпивают пиво. А где она их берет? В сайте знакомств. Несколько мужиков у нее в месяц есть. А где там у вас столько мужиков? Я сейчас тебя познакомлю с одним мужиком. Он согласился приехать и рассказать нам про Свету. Дмитрий, идите к нам. Добрый день. Многодетную маму лишили прав на всех ее детей, сколько я сбилась со счета. Но она говорит, да, было. Да, была плохой мамой, ну исправилась же. Свежо предание, довериться с трудом. Сегодня в нашей студии Светлана Шустова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Сколько у вас детей? У меня 6. 6. И вы лишены прав на всех 6? Да. Когда это произошло? Это с 2009 года. У вас сколько детям лет? У меня старшему 14. Примерно. Дату рождения ребенка знаете? Понятно. Оля 12 примерно, Таня 9 примерно. Все правильно я перечисляю? Так в 2009 году не было еще ни Юли, ни Даши, ни Гриш. Нет. Так, Это значит, вас не один раз лишали родительских прав? Нет. А сколько? 6 вроде бы. Вы рожаете Захара. Что с ним? Ну, ему год и 2 месяца было. У меня его забрали из-за плохих жилищных условий. Так, с Олей что было? С Олей также. Захар, Оля, Таня – это дела давно минувших дней. Я так понимаю, что вы не рассчитываете их вернуть, правильно? Вы рассчитываете вернуть кого? Юлю и Дашу. Юля, почему есть только еще, их? А есть еще Гриша. Гриша проживает с отцом и с бабушкой с егошней. А Юля и Даша, они жили с вами. Да, они жили с А нами. когда у вас забрали их, и кто у них отец? У Юли отец живет в Кирове. У Даши Гришин, вот папа, который... то есть у Даши, у Гриши один папа. Да. Но почему-то только Гриша живет с папой. А почему Даша с папой не живет? Ну, Даша проживала со мной. А пока вы их не забрали. разделили, что ли? Не-не, папа был записан в свидетельстве о рождении, У Даши нет. а у Гриши был. А у Гриши записан был. А когда он записался к нему в свидетельство о рождении? После рождения, потому что ему нужна была операция на сердце. Кому? Гриша. Он родился с тяжелым пороком сердца. А вы почему с ним не были? Ну, потому что у меня была Даша и Юля, как бы, и мне надо было их кормить. И они жили у мамы. Все-таки хочу понять, за что у вас забрали Юлю и Дашу? Опять из-за жилищных условий или нет? Нет. У меня куплена на материнский капитал двухкомнатная квартира. То есть жилищные условия ни при чем? Нет. А как их забрали-то? Их забрали, потому что я их ушла к подруге и оставила на меньше суток их одних дома. Ну вы что с подругой там делали? Бухали, что ли? Нет. А Они что? пили, а я нет. Как бы. А вы У меня сидели- там молодой человек просто был, из-за этого я туда ушла. Это какой-то новый у вас, да, парень? Ну, как бы, когда переехала в Верхошижиме, начала общаться с молодым человеком, как бы вот. А сколько у вас их всего было, я посчитать пытаюсь? Ну, вот эти 6 понятно. Значит, молодой еще вот этот. Что-то женщине такие вопросы Верхошижине, да. Она в краску вся ударилась. Нельзя? Ну, это некорректный вопрос, нельзя. конечно. Я думал, про возраст некорректный. Ну, это неудобно, Саша. Хорошо, ты я не что? буду.
Так, и сейчас вы встали на путь исправления, пришли сюда к нам, чтобы мы помогли вам вернуть Юлю и Дашу. Да. И вы вот так больше к парню на сутки не свалите от них? Нет. Я уже как бы осознала все это, что... А что вы осознали? Что дети мне дороже, чем Чем кто? молодые люди и мужики там. Я скучаю по своим детям. Очень. А мужик у вас сейчас есть? Нет, я в разводе. Ну, то есть вообще никакого нет? Нет. Ага. И не надо. Не хочу. Скажите, пожалуйста, а вот с алкоголем у вас были проблемы? Нет. Ну вот вам же органы опеки наверняка поставили условия, при которых вы можете восстановиться в правах. Сказали то, что найти официальную работу, Вот. и что... как бы, Нашли? и тогда восстановится. Нет, я сейчас... У меня за элементы я отрабатываю 20 часов, и после этого уже... Да год прошел. Вы что, за год не могли работу официальную найти? Ну, я пыталась искать работу, но с коррекционной школой, во-первых, никто не берет на работу. А И вы в коррекционной школе Да, учились, в коррекционной школе училась. 9 Так. классов коррекционной школы закончила. И всё, больше у вас образования нет? После школы я как бы нигде не училась больше. А дворников что, не берут официально? Ну вот смотрите, вы не работаете, верно? Год назад вы лишились не только детей, но и пособий на них. Вот мне интересно, а на что вы живете? Вам же есть пить надо как-то, там дом топить надо. На что вы живете? Ну, как бы летом лес, ягоды, грибы. Давайте посмотрим, да, на вашу жизнь. Два года назад я приобрела эту квартиру на материнский капитал. Мне нравится тут жить, потому что как бы есть огород свой. Сама за ним ухаживала, поливала, полола. Все, что выросло, все хранится дома. И картошка, морковь, свекла, все проживем. Как говорится, если что-то, то мама поможет. Картошка, которая выросла на моем огороде. Тут вот у меня лук. С работой у нас туго, официального заработка у меня как такового нету. Я обычно хожу в лес, собираю ягоды и хожу, продаю на трассу. Вот 2 литра набрала клюквы. Сейчас продам, получу 800 рублей. Вам пересыпать? Да, можно. Квартира у меня большая, двухкомнатная. У детей была своя комната, свои спальные места. Как бы так-то, в принципе, жили хорошо. Очень тяжело мне смотреть на игрушки в ту комнату. Я вообще как бы очень редко захожу, когда цветы только поливаю, потому что как бы там одежда детей. Это платьишко старшей дочки Юли. У нее день рождения 21 декабря. Вот я ей покупала его. Всегда старалась одевать сперва детей, а потом уже себя. Этот был единственный раз, когда я оставила детей на ночь. Как бы я их уложила, они уснули, и тогда как бы уже... Вот мне позвонила знакомая, попросила прийти в гости. Вот я пришла и осталась до утра. Где-то перед 12 часами приехали органы опеки, участковые, и сказали, что мои дети открывали форточку, хотя даже я с трудом могу открыть. Не верю я в это. Даже если она на носочки встанет, ей не дотянуться до Юли, до этого. Я насколько думаю, что это все придумано, мне кажется. По вечерам часто смотрю, как говорится, ложусь перед сном. Вернуть бы все обратно, вообще бы такого не было. То вот детей оставила бы одних. Очень по ним скучаю. Хочу больше всего, чтобы мои дети были со мной рядом. А где дети-то сейчас у вас? Они в Кировском детском доме «Надежда». А вы их навещаете? Нет. Слушайте, у меня 2 вопроса. Первый, а почему вы набрали 2 литра клюквы, а не 3? Ведь 3 это стоит дороже, чем 2, а денег у вас нет.
Сколько получилось, столько и набрала. Нет, так не бывает. Я знаю, как клюква растет. Это просто зависит от усердия. Теперь вот еще второй вопрос. То есть у вас сейчас все хорошо, кроме работы. Да. А на что вы собираетесь, вот мне интересно, если вам вернут детей, их кормить? Вот сейчас отопительный сезон начинается. У вас сколько дров на зиму заготовлено? Дайте догадаться, нисколько, правильно? Ну вот дети вернулись домой. Чем вы их будете кормить, поить? Я после того, как отработаю эти часы и встану в центр занятости населения. За и что вы отрабатываете часы? За элементы. А какой долг у вас по элементам? Я даже, честно, и не знаю, сколько. Мне сказать? Вы же знаете, зачем вы У врете, вас что вы не приблизительно знаете? 1,5 миллиона долга по алиментам. И вы этого не знали? И вы что, действительно полагаете, что отработав те часы, которые в качестве наказания административного вам сейчас предъявили, у вас долг растает, что ли? Нет. Нет, конечно. Вопрос-то остается актуальным. На что вы собираетесь сами жить и детей кормить? Вы как-то вот не все нам говорите. А ответ следует сам собой. Если вам детей вернут, вернутся и пособия. Вот и все. Дашу и Юлю вы оставили одних, чтобы пойти в гости к Эльвире Пластининой, верно? Ее Да. мужу. Вот Эльвира приехала в студию рассказать, как так получилось, что у вас забрали девочек. Эльвира, идите к нам. Здравствуйте. Ты, Светлана, сейчас я вот слушала тебя. Ты сказала, типа, ты уже год не пьешь. Месяц назад мы вместе с тобой пили у соседей. Какая вы честная. Да, я не отрицаю. А она часто это делает? Ну вот, например, если мы позовем, она не откажется. Ага. А что случилось-то в тот вечер, когда она в гости к вам пришла? Мы тоже сидели. У мужа есть друг. Вот. Он к нам приходит в гости к другу. И мы ее позвали так посидеть тоже, пивка попить. Она пришла. То есть Мы вы её- вчетвером были? Вы с мужем, друг и Да. она. Да, А этот друг-то ей нравился? да, А она ему? нет. Вот трагедия-то. Так, ну и вот она пришла. Вот, мы сидели. Я ее спросила, где дети. Она сказала, дома они спят уже. Вот. Она ночь у нас провела. Приехал у нас участковый где-то в обед. И органы опеки и ПДН. То есть она с утра не пошла к детям? Ну, хорошая ночь была. И я пока выходила двери, открывала, зашла ее, хотела позвать. Муж говорит, она у нас как есть подполье, куда банки, там картошка убирается. Она туда спряталась. Участковый ее оттуда с ПДН с Надеждой Михайловной доставали ее оттуда. Мне сказал, во-первых, Эля, Денис спрятаться, и не надо придумывать тут Меня сидеть. не было. Тебя не было. я Не вышла, знаешь, да ты двери нечего открыла. говорить. Я А двери Денис выходила. это кто? Это муж вот ее шни. А зачем он вам сказал спрятаться? Ну, чтобы им проблем не было. А, То, что Света у вас гостит иногда ночами, мы поняли. А вы-то у нее бывали дома? Были. и как чё там? Там чистенько, нарядненько? Нет. А как? А что? Ну вот сколько раз, да, вот тоже приходили, да, вот говорю правду, выпивать. Сколько раз, да, попросили у нее закусить. Ни разу. Нету? А дети что Что? ели? Ну вот дети-то, ладно, еще когда вот были у нее, да, вот мы приходили, она, может, то, что вот на детские покупала там что-то вот продукты, вот хлеб там, колбаса вот были, да. Это же не органы опеки нам позвонили, не соседи. Это Светлана нам написала для того, чтобы восстановиться в правах на детей. Выясняется, что из 6 детей вы хотите восстановиться в правах на 2. А есть еще младший, который Гриша, который с папой живет, верно? Да? Вот почему он с папой живет? Мы у Александра и спросим, поскольку он приехал. Александр, идите к нам. Добрый день. Здравствуйте. Александр, вы Свету как давно знаете? На протяжении лет 6-7. Ну, то есть Образно. сколько детям, столько вы ее и знаете. Ну да. Но вы Сколько подтверждаете, моим детям? Вы подтверждаете, что у вас 2 детей от нее, верно? Нет, я подтверждаю одного ребенка, Какого? Который с вами сейчас. который Григорий, да. Я А, его да? подтверждаю. Насчет Дарьи, так как она была на меня не записана, то есть я в этом не уверен.
А почему вы не уверены? Она же первая родилась. Я познакомился, когда я уже собирался уезжать от нее, то есть она мне сказала, что она беременна, ладно, я остаюсь. Что значит вы собирались уезжать? Но мы же не сошли с ней, мы просто гуляли. А, то есть То вы есть, жить да. не жили вместе? Нет. И тут вы понимаете, что будете отцом. Да, то есть, Она ну, по сказала. ее словам, что она беременна Дарьей. А у нее уже была девочка на тот момент, да? Да, Юля. А то, что были еще 3 детей, вы не знали? Нет. Понятно. Хорошо, да. Ну так и Вот чего вы решили остаться-то? Ну, то, что она беременна, я же не оставлю девушку беременную. Родилась девочка? Родилась Дарья, да. И- То есть я ее забрал, все, приехали домой, все было хорошо. Каким образом вы оказались не вписанным, как отец, в свидетельство о рождении? Ну, она поехала одна все оформлять, без меня. Я Почему? на тот момент, я не знаю, это вот надо ее спросить. То есть она на тот момент я был на работе. Не на работе ты, Саша, был, а ты сидел с Дашей, когда документы делала. Ну или, возможно, так. Из-за этого и... И что из-за этого и... Из-за этого и не, А не если, вписал. если подумать и честно ответить? Я честно и ответил. Да, честно? Да. Мать-одиночка пособие. Папа есть, нет пособия. Вот и весь ответ. То же самое и с младшим было? Не, с младшим там чуточку тяжелее все. Мне сказали, что ребенок находится в реанимации, она довольно поехала домой. А в том плане, как она объяснила, что после родов, если находиться с ребенком, типа, ее будут кормить только за ее счет. Там Я не такое бесплатно, вообще не ничего. говорила, не надо, Я ей Саша, сказал, врать. что денег мы тебе найдем, соберем, и все будет хорошо. Не надо врать. Вот. Она сказала, что я пойду домой все равно. Ладно. Я с врачами пообщался, мне сказали, что в перинатальный центр меня не пустят никак. Находиться рядом с Ну, потому ребенком что мне нельзя. никто. Нет, я уже документы... нет. На тот момент, да, я еще был никто. На Ну тот да. момент, да. Вот. Только что ждите, когда ребенка переведут в детскую областную. Вот. Я хорошо. И вот в тот момент, пока ребенок лежал в перинатальном центре, мы сделали документы. Съездили. Вот, то есть я уже сам вписал, как бы, что я отец. Все хорошо. Потом после этого мне звонят уже из детской областной, что вашего ребенка перевели в больницу, вы можете к нему А приехать. почему ребенок изначально попал в реанимацию? Что с ним? Ну, по словам Светы, было сказано, что у него тяжелый порог множественный. Сердце? Да. И сколько в общей сложности он провел, малышка бедный, в больнице? В общей сложности, ну, наверное, больше года. А как так получилось, что ее лишили прав? На Гриша-то кто подал в суд? Вы? Нет, там уже взялась опека. Через 3 года они Да. очнулись и лишили... За эти вот 3 года она же с ребенком не жила. Нет, конечно. Она деньги платила какие-нибудь? Нет. 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 А получала на него деньги? На него? Да. Ну, там раз вроде было, если я не ошибаюсь. Раз вроде Когда? было, да. Ну, когда он еще маленький был. Так она вам отдала эти деньги? Нет. А кто вам-то помогает с ребенком? На данный момент с ребенком находится моя мать. То есть его бабушка. То есть если То есть бы он не только она... с бабушкой или с вами тоже живет? Так мы живем все вот одной семьей. вместе. Да. Давайте То есть вы работаете, мама помогает, да? Мама сейчас и с ребенком занимается, то есть она с ним водится. Я дома как таковой я не нахожусь. Давайте мы посмотрим на вас с Гришей, да, познакомимся с мальчиком. Опа! Молодец. У нас так постоянно катается по горке. У нас так вот бегает. То есть ребенок себя чувствует отлично. Ты высоко вот так вот, да. Карапузик. Папин карапузик. Да. У нас у Григория проблемы были с сердцем. Сердечко показывай сердечко. Вот молодец, сердечко показал, да. Мы операции прошли, у него осталось только вот зрение и критохизм. Но это уже не особо страшно. Вижу, если он что-то где-то упал, то я сразу же бегу его, подхватываю и так далее. Мне за него очень страшно. Я его привез вот такие вот, прозрачные, вот такие вот маленькие вот. Это копия я. Это мое чудо, я его обожаю. И опа, чудик. Ай-яй-яй-яй. Сын свою мать, он не знает. Он называет мамой мою маму. То есть свою бабушку. Он называет мамой. А ей пофигу на Гришу. Когда он родился, ей было вообще без разницы. И ребенка отправили в реанимацию. Она поехала домой. Мы выходили. То есть я и моя мать. Она ни копейки не дала. А зачем ей это? Ей деньги-то самой нужны.
Он ей не нужен, так же, как и Даша с Юлей. Но Дарью я намерен, да, забрать ее к себе. Потому что это моя девушка, тем более это мой первенец. Я ее люблю, я ее обожаю. И пусть лучше она будет здесь. А ты хочешь, чтобы у тебя была девочка маленькая, сестреночка? Да. Хочешь? Да. А если она к нам приедет в гости скоро? Да. Будешь ее ждать? Да. Даша, мы тебя ждем. Это мы ждем. А это что значит, что вы ждете Дашу? Вы что-то будете для этого делать? Ну, я думаю, раз такой случай, что вот на Первом канале, я думаю, если сделать, возможно, ДНК на ребеночка, и если ДНК подтверждает, что это мой ребенок, я оформляю документы. Вот, И забираете я Дашу к забираю, себе? да. Я так понимаю, что сердцем тьфу-тьфу-тьфу, все нормально Да, сейчас? все хорошо. Хорошо, она к этому никакого отношения не имеет. Но вот давайте так, смотрите, про Дашу мы поняли, да. Но, может быть, лучше будет, если Даша будет с вами, понятно, а Юля будет жить все-таки с мамой. Она Так исправилась вот, это или нет? спорный вопрос, да. Почему? Потому что Юля-то останется там, они же сейчас, наверное, с Дашей ведь вместе-то в детском-то доме находятся. Ну да. Вот. И Юля осталась одна, а Даша обрела семью. Она исправилась, Светлана? Вы верите в то, что она может исправиться? Можно ей Юлю отдавать? По-честному. Я думаю, что нет. Вы нам тут сами сказали, что да, во многих грехах прошлой своей жизни вы виноваты, но пришли сюда, утверждая, что вы все поняли и что такого больше не повторится. Мы попытались для того, чтобы поверить вашим словам или проверить их, найти человека, который минимально ангажирован в этой ситуации. И нашли местную жительницу, соседку вашу недалекую, как я понимаю, Елену Трушкову. Вот давайте послушаем, что она скажет. Добрый день, студия, добрый день. Юля, добрый день, Люба. Света, ты натуральная кукушка. Чисто ты кукушка. Ты слезы льешь крокодильей. Что ты скучаешь. 4 дня назад до съемочной группы с каким мужиком пиво пила? Объясни мне. С дорожником, с Мишей. Когда она пила и с кем? 4 дня назад вечером зашла к ней, сидит мужчина, они выпивают пиво. Вдвоем. Да. Я ей говорю, вы пьете? Нет. Мужик есть? Нет. Оказывается, что она с мужиком 4 дня назад пиво пила. А где она их берет? В сайте знакомств. Светлана, это ваша? Да. А зачем вы себя ведьмой называете? Так хочу, потому что. А? Так хочу, потому что. А вы вот здесь знакомитесь с мужчинами? Нет. А что это? Просто общаюсь. Это пикничок, да, у вас с кем-то? Это уже, этой фотографии уже 100 лет. А с кем вы там были? Это я у подружки в гостях была в Кирове. Так, я вот что хочу у Елены спросить. Мы тут слышали от нашей героини, от Светы, что очень трудно у вас в поселке работать найти. Нет, не проблема-то. Требовались у нас в Торговский магазин кухонный работник. Можно это устроиться дворником. То есть можно устроиться при желании? Да, можно. Можно сходить в интернат, там, престарелых людей, там можно, требовались тоже. В больницу требовались полы мыть. Ну, нянечки просто. Ну да, вот можно найти, если бы постремиться, найти работу А можно. так давайте у Светы спросим. Куда-то бы еще брали. Сладкую слободу берут всех, абсолютно всех. И там, нет такого, что там кто-то необразованный или образованный. Там берут абсолютно всех. А это на какую работу? Это в городе Советске печенье там делают. То есть фабрика печенья. А вы туда ходили? Нет. По сути, коррекционная школа — это штамп, который тебя к определенным видам деятельности уже ограничивает. И в результате, соответственно, все поведение Светланы было продиктовано именно этим. Как вы правильно сказали, Александр, 2 литра собирает клюквы, а 3 литра не может. Нет последовательности действий. А самое главное, нет возможности оценить последствия своих поступков. Ну, что тут обсуждать? Я вот про что. Ей сейчас девочек можно вернуть? Нет, я считаю, что это будет глупая ошибка, во-первых. Во-вторых, им там будет намного лучше, чем здесь. Почему? Ну, Где точнее, там? чем здесь с ней, в смысле, в детдоме. Я считаю, что намного Даже в будет лучше. детдоме будет Конечно, лучше? там хотя бы они накормлены, они сытые. Как-никак там все равно больше внимания, чем даст эта мама. Я считаю, что нет, и еще раз нет. А это правда, что она вот так до мужиков падкая? Она их обожает, мне кажется.
А- Без них она, а мне как кажется, ча- вообще никем не является. Как часто у нее появляются новые-то? Это же интересно. Мне кажется, несколько мужиков у нее в месяц есть. По крайней мере. месяц? Несколько в месяц? Да. Не У нее надо каждый раз завидовать. ночуют разные мужчины. Мы, кстати, нашли одного. А из- где там у вас столько Подожди, мужиков? сейчас я тебя... Приезжие, очень много Юль, приезжих. я Соцсети. сейчас тебя познакомлю с одним мужиком, потому что мы одного нашли. Из тех вот, ну, их несколько в месяц, а мы всего одного нашли. Видите, как плохо работаем? Но он согласился приехать и рассказать нам про Свету. Дмитрий, идите к нам. Здравствуйте. Приличный мужик. Ну, вроде бы, да. Ну Дмитрий, а вы как близко со Светланой знакомы? Ну, не совсем, так скажем, близко. Я не очень давно ее знаю. да. Ну, не совсем это У нас один раз почти получилось. почти. Да. А почему почти? Ну, так скажем, я перебрал с алкоголем. Вот вы ее давно знаете, верно? Ну, недавно, примерно год-полтора. Нам сказали, что у нее несколько мужиков в месяц бывает. Значит, за год вы видели уже 1,5 десятка минимум. Так или нет? Нет. А сколько? Ну, по крайней мере, сколько я знаю только человек 5. Ну, то есть раз в 3 месяца новый мужик. Ну, получается так по статистике. А где она их берет? По статистике 9, ребят. А где она их берет, я не знаю, где она с ними знакомится. А Я вы не где представляю. познакомились? Вот вы. Я познакомился, когда был в гостях у Дениса. А, Да, так вот вы у Эльвиры, этот, у Дениса я был в гостях, как Вы она она там пришла не в гости. один были в гостях у Дениса. Ну и что, он мой друг, я с ним вместе работаю. И что? А сколько друзей у вашего Дениса? Это все ее, что ли? Ну, вообще, он мой одноклассник, мы с ним со школы общаемся. Нет, я у супруги спрашиваю. Все друзья Дениса, все Светкины? Да? Ну, серьезно. Да. И сколько друзей у вашего Дениса? У Дениса много друзей. Много. Слушай, а что за ситуация с кражей денег, за которую вас обвинили? Это была очень плохая ситуация, нам это очень не понравилось. Получается, она сама дала Денису денег, так как Денис был на велосипеде, чтобы съездил до магазина. Он съездил, получается, в магазин, купил алкоголя. Приехал обратно, привез алкоголь, отдал ей сдачу. На следующий день меня и Дениса забирают в полицию. В полиции нас держат целый день, и в итоге после обеда приходит Светлана. И говорит, что Денис у нее украл 5000, хотя у Дениса ни копейки не было в кармане. Свет, это что за история? А то, что в магазинах подтвердили, что они приходили с деньгами и покупали Так вино. вы же сами дали денег им. Я им ничего не давала. Как ты не давала, если мы у тебя и пили потом? Мы были так-то у Эльки, но никак не у меня. У тебя мы пили, он у тебя ездил. Слушайте, можно Свете детей возвращать? Я считаю, ей можно будет возвращать детей в том случае, если она исправится. Но она, по крайней мере, я не знаю, зачем она написала вообще на программу, да хотя бы нашла работу. У нее дома не пожрать, не, так скажем, не потопить. Ничего нет. Юля, а можно еще вот? Я считаю, что сейчас нет. Когда у нее муж бывший уехал, у нее оставил телевизор, плазму, холодильник, стиральную машину. И что вы думаете? У нее была задолженность за свет 10 тысяч. Она продала телевизор, плазму за 10 тысяч, стиральную машину егошнюю продала, холодильник продала. Стиральную машину мы продали вместе, Лена, не надо врать. Я вот тут... Ой, были тоже. Приезжали, Да. приезжала Лилька с Договаривай, машиной, мы что были ты. вместе. Что И ты? он Договаривай. на эти Ты же деньги. продала, его вот уже не было, тут его не было. Вот, Свет, скажите, пожалуйста, у вас у самой есть родители? У меня есть мама, папа, я не знаю. Папу никогда не видели. Нет. Мама не просто есть. Ольга Николаевна к нам приехала. А вот зачем? Давайте у нее и узнаем. Ольга Николаевна плачет. Вы знали, что ваша дочь написала нам в программу письмо? Я уж потом узнала. Вы ведь Свете помогали с детьми, верно? Да, помогала. И они к вам рвались, потому что дома жрать нечего, а бабушка и гостинцев даст, правда ведь? Конечно. Конечно. А вот скажите, пожалуйста, а почему дома жрать нечего было? Как у них не было, у них... Да не было. Вот все, Была. кто был в этом доме, говорят, что не было, дети голодные. Да они голодные не были никогда. А вы пьете, Ольга Николаевна? Нет. Никогда не пили? Ну почему? Могу выпить пиво, стаканчик, все. Скажите, а почему все-таки у Светы детей-то забрали? Потому что них оставила. Но это
подождите, давайте так. Вот даже вы не спросили, каких. Это вот девочек последними забрали. До этого Гришу забрали, поскольку она больного ребенка бросила. Ни копейки ему за все это время не дала. И он с папой по больницам был. И с его мамой, с папой, да. А ей пофигу абсолютно. Папе спасибо. Что? А трое еще детей А за что до папе этого. спасибо? Что не оставил Гришу. Ну вот. У вас сколько детей еще, помимо Светы? Никого нет больше. Одна такая Да. принцесса. И как Ольга же... Николаевна, а вы ей говорили, что как-то надо поаккуратнее, может, презервативами пользоваться? Если она ведет такие беспорядочные половые связи, если у нее без конца меняются мужики, может быть, как-то поберечься? Объясняли ей это? Ну, Надь, не маленький ребенок. Но она же Да нет, когда-то была маленький. маленькой. Вы ее вообще этому научили? Половой гигиене вы ее научили, что не надо спать со всеми, кого ты видишь на своем пути. Как не учила? Конечно, учила. Вы работаете? Да. А почему дочка ваша не работает? И никогда не работала? Вы вот сейчас приехали зачем? Дочку поддержать? Да. То есть вы считаете, что она настолько вот сейчас все поняла и осознала, что девочек можно ей вернуть? Я думаю, да. А чем она кормить их будет? Так, что буду Чем я? она дом будет топить зимой? Я сначала помогу. Вы поможете? Сначала, да. А вы поможете ей долг по алиментам 1,5 миллиона отдать? Нет, вот это не получится. Ну так вот смотрите, чтобы не было иллюзий ни у вас, ни у вашей дочки. Пока долг по алиментам не будет закрыт, никто ее в правах не восстановит. Забудьте про этих детей. Мы без органов опеки, естественно, не могли обойтись в этой истории. Они же принимали решения, выходили в суд. Давайте посмотрим, тем более, что мы услышим много интересного, того, что еще не слышали сегодня. В поле зрения субъектов профилактики семья Светланы Николаевны попала в 2010 году, когда у нее уже появился первый ребенок. Она сама отказалась, написав заявление и поместив его на 6 месяцев, но ребенка не забрала. В 2011 году у нее появился второй ребенок. С девочкой она прожила всего 3 месяца. Точно так же у нее была антисанитария дома. Суд лишил, конечно, родительских прав. У нее появился третий ребенок. Спустя некоторое время поместила его в учреждение на год, но также не вернулась. Соответственно, ее лишили. В 2019 году родился мальчик с проблемами сердца. Светлана Николаевна получила все выплаты, которые положены на детей, и потратила их на свои нужды. При этом ребенок нуждался в лечении и операции в городе Москва. С ребенком в больнице находился его отец, а Светлана Николаевна полностью устранилась от его воспитания. По решению суда она должна выплатить все деньги ребенку, но на сегодняшний день не выплачено нисколько. Отца также лишили родительских прав за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время опекуном является бабушка. В мае 2022 года анонимный звонок поступил, что девочки находятся на окне дома 2-го этажа. Девочки действительно стояли на окне, ругались матом. Матери дома не было. Сотрудники пункта полиции отыскали Светлану Николаевну. Та в свое время находилась у подруги, пряталась в подполье. Дома была полная антисанитария. Продуктов питания не было, никакого запаса. Вообще Светлана Николаевна была лишена родительских прав на обеих девочек. Для того, чтобы вернуть их, нужно быть официально трудоустроенной, погасить долг по алиментам, который составляет у нее на 4 детей более 1,5 миллиона рублей. Будучи лишенная на 6 детей, в конце 2022 года появился еще один ребенок. Родила дома. От ребенка она сразу же отказалась в роддоме. В настоящее время Светлана Николаевна не предпринимает никаких шагов для того, чтобы вернуть своих детей. Сколько Опа. у вас детей? Светлана, детей сколько у вас? 6, и от 7-го я отказалась в роддоме. Я вам в начале программы задала вопрос, сколько у вас детей, вы сказали 6.
И я так понимаю, что пособие, которое вы получили для того, чтобы лечить ребенка-инвалида, было совсем не мизерным. Вы обокрали ребенка-инвалида. Все, точка. О чем А тут вы, разговаривать? оказывается, тоже лишены родительских? Я не знал об этом, я на тот момент был в Пензе. Мне бабушка позвонила, сказала, что она просто оформила документы. Понятно. Ну, опекунство на себя и все, то есть я об этом не знал. Понятно. Но вы понимаете, что ни о каком ребенке Ну, я сейчас, да, это теперь осознаю. о Даше речь не идет. Да-да-да. Как можно родить и отказаться? Животные то не бросают Я своих тебе животных. объясню, как А вы можно. знали об этом? Нет. Ну, поздравляю вас. Вот как вы сейчас отреагировали? Ольга Николаевна, Удивилась. это и все? Про гуманность общества мы разговариваем. Я всегда про гуманизм какой-то рассуждаю. Вот я очень сожалею, что в нашей стране, в гуманной стране, не существует принудительной стерилизации. Вот мне кажется, в данном случае никакого разговора быть о возврате этих детей не может. Тут, наверное, нужно вообще поднять этот вопрос на уровне государственности, что в исключительных случаях, ну, когда, вот, извините, вот как в этом случае, нельзя по-другому, наверное, нужно проводить какую-то стерилизацию. Потому что от этого страдает не только она сама, от этого страдают окружающие, в частности, эти несчастные дети. Что ужас. Знаете, меня на самом деле очень сильно поразила эта история в том ключе, что в то время как миллионы женщин, миллионы лечатся от бесплодия, пытаются родить детей всеми возможными способами. Да, есть вот одна такая чудовищная история, которую мы сейчас увидели, и ей, конечно, нет никакого оправдания. С Михаилом абсолютно согласна. Сначала я пыталась оправдать Светлану. Она девушка с явно сниженным интеллектом. Коррекционная школа, совершеннейшее отсутствие воспитания, образования. Но рядом ведь есть мама, подруга. И если вы видели все время, что происходит, а почему вы не попытались исправить? Почему вы ей не сказали, не оставляй детей, зачем ты пришла ко мне? Зачем вы впускали ее в дом? Все эти бесконечные мужчины, которые потворствовали этой истории. Здесь много вопросов. Те же соседи, которые сейчас такие замечательные ее осуждают. Но вы ничего не сделали ровным счетом для того, чтобы эти дети были в безопасности. Все-таки право на жизнь гарантировано государством, и его, я так считаю, что нельзя отнимать. Другой вопрос в разрушении духовности и семейных ценностей, которые явно налицо в данной ситуации. Очень Александр в плане ответственности порадовал, потому что любовь — это работа, в первую очередь, да, это не только близость и какая-то страсть, да, а это еще и ответственность. Вот. И я считаю, что со стороны государства такие отцы должны быть защищены какими-то гарантиями дополнительными. Может быть, рассмотреть там вопрос отцовского капитала, может быть, еще какую-то дополнительную поддержку со стороны государства, именно мужчин, которые берут на себя ответственность, которые эту ответственность готовы нести до конца. А скажите, пожалуйста, у вас есть дети? Да. А муж есть? Да. Ну вот представьте себе ситуацию, что вашему мужу сейчас звонят и говорят, а вы лишены родительских прав на ребенка 5 лет назад. Вы такую ситуацию можете себе представить? Ну, с трудом. Ну так о чем тогда дальше разговаривать? Папа, который сейчас узнает, что он лишен прав. Ну о чем дальше говорить? Более того, я скажу, Ольга, тут история какая? Вообще-то вы во всем виноваты. Только вы и больше никто. У вас единственный ребенок. Девочка трудная. Хорошенькая, но трудная. И вы можете оправдывать себя сколько угодно сейчас тем, что вы тяжело работали, чтобы ребенку было что поесть. Да, но вы таким образом обездолили еще 7. 7. Заберите дочку к себе, пока она еще каких-то бед не натворила, пока еще ваши внуки не пошли по миру родителей себе новых искать. Ну вы что творите? Она любит бухать. Я пойду до конца, я хочу забрать сына. Он к вам-то как относился? Он не работал. А ели, пили на что? Я работала. Что ты здесь сидишь, рассказываешь? Я же приехал за чужой счет. На каком же основании вы собираетесь лишать ее родительских прав? Она синяя пришла. Она Пьяная, пришла что ли? пьяная и получила за это леща. Это твое, ничего не надо. Ты себе их засунь. Себе оставишь на бензин. Из-за тебя, сволочь! Почему вы все вешаете на меня? У вас секс есть? Вы живете нормально? Да подождите до секса. Я осознанно выходила замуж за Ваню. Иван дурак здесь.
Начинает выпивать, ссорится, этот уходит, там начинает звонить, вот он такой плохой. Вы что, своего брата у него за спиной обсуждаете? Я этого терпеть не буду. Вот сейчас будет еще интересней. К нам приехала бывшая жена Владимира. Поэтому давайте Олесю и позовем.